Всем привет! Сегодня приготовим ленивую лазанью. Блюдо очень простое в приготовлении и очень вкусное. Такая лазанья понравится всем, как взрослым, так и детям. Сначала подготовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла высыпаем нарезанный лук. Пассируем его до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще около 2-3 минут. Сюда же к овощам кладем 600 грамм фарша. Все перемешиваем. Я использую свино-говяжий фарш. По желанию можно взять любой другой. Обжариваем овощи с фаршем на среднем огне примерно 5-8 минут. Весь фарш должен поменять цвет. Все солим по вкусу и перчим. Сюда же добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Все перемешиваем и снимаем с огня. Теперь подготовим листы лаваша. Лаваш вырезаем по форме, в которой будем запекать лазанью. У меня форма размером 16 на 26 сантиметров. Из одной 200-граммовой упаковки лаваша у меня получилось 6 листов по размеру формы. Собираем лазанью. Форму, в которой будем запекать, смазываем сливочным маслом. На дно кладем 1 лист лаваша. Лаваш смазываем примерно столовой ложкой сметаны. Всего понадобится 100 грамм сметаны. На смазанный лаваш равномерно выкладываем приготовленную мясную начинку. Сверху накрываем следующим листом лаваша. Опять смазываем сметаной. И кладем фарш с овощами. Таким методом складываем всю лазанью. «50 грамм сыра трем на крупной терке. Последний верхний лаваш смазываем сметаной. И сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 20 минут. Горячую лазанью разрезаем на куски и подаем на стол. Ленивая лазанья с лавашом получилась очень вкусной и сытной. Готовится очень просто и с ней справится каждый. Такое блюдо отлично подходит для обеда или ужина всей семьей. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. Вторым приготовим очень вкусное и бюджетное блюдо из картошки. 2 очищенные картошки нарезаем кусками. Кладем их в небольшую кастрюлю. Заливаем водой и ставим на плиту. Варим картофель до готовности. Пока варится картошка, подготовим остальные ингредиенты. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. 'На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости лука. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты. Снимаем с огня. Картошка сварилась, сливаем с нее воду и перекладываем в миску. Немного солим. Все разминаем вилкой. Нарезаем зеленый лук. Белую часть лука я отрезала, она не понадобится. – 180 грамм сыра трем на крупной терке. Я использую сыр моцарелла. К уже подготовленному картофелю добавляем овощную пассировку. Кладем зеленый лук.
и примерно половину тертого сыра. Все перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Вместо зеленого лука можно использовать любую зелень, например, укроп или петрушку. Всю приготовленную начинку делим на 3 примерно одинаковые части. Берем большой тонкий лаваш и вырезаем из него 6 кругов. Я круги размечаю крышкой, которая максимально подходит к моей сковороде диаметром 24 см. Мне понадобилось 2 тонких лаваша. Также можно использовать уже готовый круглый лаваш или взять круглую тортилью. Кладем 1 лист лаваша. На него выкладываем третью часть картофельной начинки. Равномерно ее распределяем по всему лавашу. Сверху накрываем вторым лавашом. Так собираем все 3 лепешки. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем приготовленную лепешку. Сверху посыпаем ее тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и готовим на небольшом огне. Когда сыр немного расплавится, снимаем крышку и переворачиваем лепешку на другую сторону. Жарим пару минут, чтобы образовалась поджаренная сырная корочка. Опять лепешку переворачиваем. И сразу же снимаем со сковороды. Точно таким же методом готовим еще 2 другие лепешки. Лепешки получились очень вкусными, румяными и сытными. Поджаренный хрустящий лаваш отлично сочетается с нежной и ароматной картофельной начинкой. Приготовление несложное и продукты максимально доступные. Такие лепешки отлично подойдут на ужин и даже на завтрак, если их приготовить заранее и разогреть в микроволновке. Если вам понравились такие рецепты из лаваша, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.